Соблюдайте баланс, как и должно быть во всем. Королева Ирис правила царством белого, которое парит на небесах, в то время как злой Бас, король тьмы, правил царством черного. В последнее время силы зла приобрели огромную мощь, представляя угрозу всему миру. Рэмси, маленький мальчик, остается единственным выжившим, когда монстры приходят в его деревню в королевстве Блэк. Чувствуя себя безнадежным, человек в доспехах по имени Лыжник замечает его и утешает. Довольно скоро он осознает потенциал мальчика и делает его своим наследником, принцем тьмы. Судьбы Айрис и принца тьмы сойдутся, когда они столкнутся лицом к лицу с надвигающейся гибелью мира, каждый по-своему. Королеву Айрис можно увидеть стоящей на вершине возвышенности, говорящей грёбаной тьме, которая парит над ней, что она не откажется от руны прародительницы, прежде чем взмыть на крыльях в воздух, чтобы атаковать тьму. Наш ведущий отправляется на охоту с несколькими мужчинами, которым скоро не повезет. Один из его людей, отправляющийся с ним на охоту, завидует людям, живущим высоко в облаках, и отдал бы все на свете за такую жизнь, как у них. Когда они уходили, к ним внезапно подбежал мужчина и сообщил о скором вторжении монстров в деревню. Завистливый мужчина говорит Рэмси взять маленьких детей и бежать в пещеру на холме недалеко от того места, где они были, и спрятаться там, как испуганные маленькие девочки, которых они видели. Есть. Затем мужчина говорит остальным мужчинам, что они должны хвататься за оружие до тех пор, пока могут двигаться, говоря им, что у них нет времени бояться. Скоро монстры нападут на деревню. Мужчины пытаются защитить деревню, но безуспешно, потому что все они погибают от рук чудовищ. Наш главный герой бежит к пещере, куда ему сказали отвезти детей. Один из уродливых монстров преследует их. Один из троих детей, с которыми он бежит, погибает, а другой жертвует собой, чтобы спасти свою сестру от чудовища, которое вот-вот их настигнет. Когда они добираются до пещеры, умирает последний из детей. Он в отчаянии плачет. «Ты должен был просто защитить детей, идиот. Ты ни на что не способен, неудачник». Вскоре к нему подходит человек в доспехах по имени Скейр и спрашивает его о деревне, которая находится впереди. Главный герой говорит ему, что деревни больше нет, и человек в доспехах спрашивает, что он там делает. Он говорит Скейру, что копает яму для людей, убитых чудовищами. Главный герой спрашивает человека в доспехах, что ему нужно. Человек, видя, в каком состоянии находится наш герой, говорит мальчику, что ему нужно остановиться, потому что он все равно умрет, если продолжит в том же духе. Скейр дает бедному мальчику еду и воду и представляется. Мальчик спрашивает Скейра, не он ли король тьмы, правящий этой страной, и удивляется, почему он позволяет опасным монстрам бесчинствовать среди людей. Скейр говорит ему, что король обеспокоен, и наш герой спрашивает Скейра, действительно ли король обеспокоен тем, что нужно. Скейр спрашивает его, что он считает правильным. Наш герой говорит Скейру, что он считает правильным, когда все счастливы. Вот что он думает. Лыжник считает, что он сказал слишком мало. Лыжник протягивает нашему герою меч и говорит, что научит его, как можно изменить ситуацию, не выкапывая при этом ямы. Мальчик берет меч и вступает в бой с лыжником. Лыжник спрашивает нашего героя, в чем дело, ведь они еще не закончили. Мальчик отвечает лыжнику, что он не просил его драться, а лыжник говорит, что он и не отказывался. Лыжник говорит мальчику, что если он может только отчаиваться и проклинать мир, то его жизнь не имеет никакой ценности, и что он тоже может умереть. Он подходит к нашему герою, останавливается и отказывается тратить свою никчемную жизнь впустую. Наш герой спрашивает лыжника, почему тот остановился, если хотел его убить. Ответ лыжника не нравится нашему герою, и он снова поднимает меч, спрашивая лыжника, что дает ему право так говорить. Лыжник отвечает, что Райд существует и принадлежит королю тьмы. Лыжник говорит, что подчиняться королю тьмы – это судьба народа Черного Королевства. Мальчик говорит лыжнику, что он не король тьмы. Лыжник отвечает, давая понять, что он не король, а всего лишь глупый мальчишка, который пытался стать королем, но его не выбрали. Они продолжают сражаться, и наш герой говорит лыжнику, что он сделает все, что потребуется, даже если это будет означать, что он станет королем. Он приближается к лыжнику, и их мечи скрещиваются, сбивая лыжника с ног. Перед смертью лыжник говорит нашему герою, что он сражался с нынешним королем тьмы за право наследования. Лыжник падает на землю и говорит мальчику, чтобы тот взял меч и отправился в столицу. Скайр сообщает ему, что он из знатного рода, и что тот, кто носит меч, считается его главой. Скир говорит ему, что он должен объявить себя принцем тьмы, наследником короля тьмы. Скайр рассказывает мальчику о рыцаре по имени Валус. Скайр говорит ему, что если Валус увидит, как он владеет мечом, то будет присматривать за ним. Скайр говорит мальчику, что он напоминает ему его самого в молодости. Скайр умоляет мальчика, говоря, что мир не такой, каким должен быть, и что он должен изменить его, когда станет правителем. Вскоре после этих слов Скайр умирает. Мальчик встает и объявляет, что он станет наследником короля тьмы и сделает всех людей в мире счастливыми. Вернемся к крылатой королеве Айрис, которая продолжает сражаться с тьмой, нависшей в небе. Призывая силу комнаты пророков, она на время отгоняет тьму, но видит, что таких темных сил много. Фиус, предводитель рыцарей света, приказывает своим рыцарям защищать королеву Айрис и не терять мужества, потому что их защищает руна. Когда рыцари вступают в бой с гротескными чудовищами, маг Шима приказывает своим собратьям-магам оказать им поддержку. Шима призывает руну поделиться с ними своей силой. Рыцари сразу же получают защиту в виде щита,
и Фиус благодарит Шему за помощь. Прогнав тьму, королева Айрис, рыцари и маги возвращаются домой. Шама говорит своим товарищам-магам, что им нужно отдохнуть перед следующим сражением. Маленький мальчик по имени Тео встречает Шаму, когда она возвращается с поля боя, и они идут вместе с его старшим братом. Тео спрашивает, как прошла битва и не пострадала ли Шама. Шама отвечает, что не стоит недооценивать предводителя рыцарей света, потому что тьма никогда не одержит над ним верх. Шама, чувствуя себя лишней, спрашивает Фаза, не забыл ли он о ее магической поддержке, когда она помогала ему и рыцарям в бою. Она дает понять Фазу, что маги, а не только рыцари, рискуют своими жизнями. Шама говорит, что с помощью руны прародительницы королева Айрис могла бы победить даже короля тьмы. Фаз отвечает Шаме, что королева не может позволить себе тратить всю свою силу на борьбу с тьмой. Шаяма говорит Фазу, что тьма необходима для равновесия, и спрашивает, не поэтому ли королева Айрис сдерживает свои силы. Фаз отвечает, что королева полностью посвятила себя борьбе с королем тьмы. Шаяма сомневается в этом, но Фаз быстро говорит ей, что они могут обсудить это наедине, и что Шаяма не должна говорить об этом, сомневаясь в преданности королевы Айрис в борьбе с врагом. Входит старик, похожий на Гэндальфа Белого, и спрашивает королеву, все ли с ней в порядке, потому что она не использовала много сил в сражении с тьмой. Она говорит старику, что не стоит беспокоиться, и объясняет, что им с большим трудом удалось отразить вторжение тьмы, и что в следующий раз, когда они столкнутся с монстрами, все может пойти не так хорошо. Королева Айрис говорит старику, что сила короля тьмы становится все более могущественной, что она не знает, как долго еще сможет противостоять ему, и что им нужно больше тренироваться и готовиться к войне. Рэмси, маленький мальчик, проходит мимо Валлиса, не подозревая, что это он. Валлис окликает его и спрашивает, откуда у него меч. Мальчик отвечает, что слышал, что в городе есть особняк лыжника, и спрашивает Валлиса, знает ли он, где это. Валлис говорит мальчику, чтобы тот вел себя прилично, и вынимает меч, направляя его на Рэмси. Валлис говорит ему, что он должен вернуть честь своему господину, и вступает с ним в схватку. Мальчик спрашивает, не Валлис ли он. Этот вопрос удивляет Валлиса, и он спрашивает, откуда мальчик знает его имя. Валлис спрашивает, где находится лыжник, и мальчик отвечает, что тот мертв. Валлис, разозлившись, спрашивает, не убил ли он лыжника, применив магию. Валлис подходит ближе к мальчику и говорит, что никто вроде него не сможет даже поцарапать Валлиса, не говоря уже о том, чтобы убить его. Валлис спрашивает, зачем он пришел, и Рэмси отвечает, что тот, кто увидел идеал, должен посвятить свою жизнь тому, чтобы воплотить его в реальность. Валлис находит это заявление забавным, когда мальчик произносит его, стоя на коленях в грязи. Что за жалкое зрелище, когда человек так гордится собой. Мальчик представляется как принц тьмы, наследник короля тьмы. Валлис говорит принцу тьмы, что он признает его своим господином и будет направлять его. Во дворце королева Айрис встает и говорит о защите руны прародительницы, когда в зал входит Шияма. Шияма спрашивает королеву, почему она не может уснуть. Айрис просит Шияму не церемониться с ней, потому что она ей как старшая сестра. Айрис говорит, что она училась вместе с Шиямой, чтобы стать наследницей престола, который она и заняла. Айрис спрашивает Шияму, помнит ли она предыдущую королеву света. Шияма отвечает, что она помнит только то, что Айрис заняла трон, когда ее предшественница уже не было в живых, и что она не помнит никаких подробностей. Шияма говорит, что силы тьмы постоянно набирают мощь, и спрашивает, не охотится ли вся страна тьмы за руной прародительницей. Айрис отвечает Шияме, что это не так, и что только король тьмы вышел из-под контроля, ведя свой народ к гибели. Айрис добавляет, что по ее мнению при следующем короле тьмы баланс сил будет восстановлен. Пока Шияма и Айрис разговаривают, входит мужчина и сообщает королеве, что западная столица Метис подверглась нападению Баала. Понимая всю серьезность ситуации, королева Айрис говорит Шияме, что они немедленно отправятся туда. Она приказывает Шияме и остальным магам готовиться к бою. Королева Айрис сбегает по лестнице, хватает свой меч и отправляется на битву с Баалом. Шияма связывается с другими магами через тиару на их лбах и сообщает им об угрозе, возникшей в Метис, западной столице. Гротескно выглядящий монстр по имени Баал сражается с магами. Он отражает их магические атаки, приближается к ним и своим хвостом разрушает часть башни, где они стоят. Рыцари света стреляют в Болла из луков, но все их стрелы отскакивают от его тела. Бол бросается в атаку на рыцарей, но его останавливает лорд Алантия, предводитель эльфов. Алантия говорит Балу, что не позволит ему осквернять их землю. Алантия приказывает рыцарям увести людей в безопасное место, а сам вместе с 3 духами вступает в бой с Болом. Алантия посылает 3 духов вслед за Болом. По пути Фус и рыцари встречают солдат тьмы и узнают, что впереди еще больше солдат. Это заявление удивляет Фуса, ведь они только что прогнали солдат тьмы. Фус немедленно приказывает первому отряду следовать за ним и сообщает второму отряду о приближении солдат тьмы, приказывая им не дать солдатам тьмы и пальцем тронуть магов.
Фус приказывает Шияме прикрыть их тыл. Тем временем Алантия сражается с Болом, а три духа ему помогают. Он пытается удержать Бола, но тот вырывается из схватки духов. Видя, что собирается сделать Бол, он приказывает духам отступить. Духи объединяются и создают круговой щит. Магический луч Бола отбрасывает трех духов на землю. Алантия говорит, что он и представить себе не мог, что Бол окажется настолько силен, и спрашивает, что ему делать дальше. На место событий прибывает королева Айрис. Алантия сообщает королеве, что сила Бола не поддается объяснению. Королева Айрис благодарит Алантию и говорит, что его усилия помогли некоторым людям спастись. Шар сообщает, что главная претендентка, королева Айрис, наконец-то решила появиться. Королева Айрис говорит Шару, что если он не уберется отсюда, то она не будет с ним церемониться. Шар бросает вызов королеве Айрис, говоря, что ему все равно. Королева Айрис спрыгивает со своего места и наносит удар Шару. Удар Айрис не причиняет Шару вреда. Вскоре она замечает темных солдат и понимает, что они воспользовались нападением Шара. Она обнажает мечи, чтобы атаковать их, но солдаты умоляют ее подождать, говоря, что они не солдаты, а всего лишь дезертиры. Они сдаются, бросают оружие и по просьбе Айрис опускаются на колени. Назвав их трусами, они сообщают Айрис, что они всего лишь крестьяне, которых насильно забрали на войну. Пока солдаты говорили, тьма поглотила их, и они снова взялись за оружие, чтобы сражаться с рыцарями света. Биас сражает одного из них. Вскоре к ним присоединяются другие темные солдаты. Королева Айрис вступает в бой с Шаром, призывая силу руны. Она воспламеняет свой клинок и направляет его на Шар, обрушивая на него свою магию. Усилия Айрис не приносят результатов, и Шар атакует ее. Айрис уклоняется от его атаки, приближается к нему и наносит удар, но для него это всего лишь детская забава, и он едва ли чувствует боль. В этот момент королева Айрис понимает, что ей нужно больше силы руны прародительницы, чтобы справиться с Шаром. Она пытается снова использовать силу руны прародительницы. Алантея быстро напоминает ей о последствиях использования такой силы. Видя, что она колеблется, Шар спрашивает королеву Айрис, думает ли она, что сможет уничтожить его, не прилагая особых усилий. Королева Айрис понимает, что больше не может подвергать опасности руну прародительницу. Бол уходит, потому что не может победить королеву Айрис и Алантию. После того, как Бол уходит, Айрис приказывает Алантии помочь выжившим и сообщает, что скоро прибудет Фьюз. Айрис стоит на вершине скалы, когда к ней сзади подходит Шама. Шама сообщает Айрис, что по пути на них напала тьма, но, похоже, Фьюз, ее брат, победил их. Шама говорит, что враги, похоже, тоже люди. В другом месте человек высказывает свое недовольство темному рыцарю Валусу и спрашивает, где находится король тьмы, так как он хочет сообщить, что в битве против Белого Королевства были принесены в жертву только его последователи и что бессмысленные сражения не должны продолжаться. Пока они разговаривают, появляется король тьмы и хватает человека, убивая его на месте. Валис приветствует короля тьмы и сообщает ему, что у него нет причин марать руки, так как все, что ему нужно сделать, это приказать. Король тьмы спрашивает Валиса, почему существует небо, ведь все пространство вернется во тьму небытия. Валис соглашается с тем, что говорит король тьмы, но сообщает ему, что потеря войск не является выигрышной стратегией. Король тьмы отвечает Валису, что люди тьмы должны подчиняться ей, и что сосуществование бессмысленно. Он говорит Валису, что они отдохнут, когда тьма поглотит все, и что для достижения их цели им нужно будет уничтожить глупых обитателей небес. Король тьмы обращается к своим будущим преемникам с просьбой быть полезными. В следующей сцене Валус входит в комнату, где его встречает наш главный герой, принц тьмы. Принц спрашивает, где находится Валус. Валус отвечает, что он был во дворце короля тьмы. Валус говорит принцу, что он служит королю и его будущим преемникам, и заверяет его, что он предан королю. Принц просит Валуса научить его владеть мечом, так как он не сможет стать королем тьмы, если не сможет победить его. Валус говорит нашему герою, что тот, кто хочет стать королем, должен быть хорошо образован, а не только уметь сражаться. Принц спрашивает, зачем это нужно, и Валус отвечает, что это необходимо для управления королевством, так как без знаний невозможно вырастить даже одно зернышко пшеницы. Валус спрашивает принца, не собирается ли он морить голодом жителей Черного Королевства, на что принц отвечает, что нет. Принц говорит, что ему нужно стать сильнее, но Валус прерывает его, говоря, что если он не научится правильно говорить, то не сможет сохранить свое достоинство, даже если станет королем. Валус спрашивает принца тьмы, может ли он начать обучение владению мечом на следующий день. Принц тьмы в восторге и благодарен Валусу. Валус сообщает принцу, что он не единственный, кто хочет стать королем тьмы, так как он обучает владению мечом солдат королевства, включая других потенциальных наследников. Принц тьмы начинает тренироваться с Валусом. Он выбивает меч из рук Вала и говорит, что это просто случайность и что им нужно попробовать еще раз. Вал сообщает принцу тьмы, что он стал сильнее с тех пор, как впервые появился здесь. Принц отвечает, что Вал все равно ему не равня и что ему нужно еще многому научиться. Валис отдает принцу доспехи, которые тот носил в юности, и считает, что они отлично подойдут принцу. Валис говорит принцу, что по его мнению
сожалению, лорд Валис был бы рад, если бы принц воспользовался его доспехами. Позже леди Гроза, сопровождаемая солдатами, отдыхает по пути в поисках преемника короля тьмы. На них нападают монстры. Гроза не боится, потому что она достаточно сильна, чтобы победить чудовищ. Уничтожив двух монстров, ее никчемные солдаты приветствуют ее, называя серо-зеленым демоном. Очарованная этим, она не замечает, как на нее нападает третий монстр. Она не успевает среагировать, и ее спасает наш мальчик, принц тьмы. Он спрашивает, все ли с ней в порядке. Гроза отвечает, что с ней все хорошо, и благодарит его за спасение. Он собирается уходить, но Гроза спрашивает, кто он такой. Принц говорит, что он тот, кто хочет стать следующим королем тьмы. Услышав это, Гроза спрашивает, почему он находится так далеко от королевства тьмы. Принц сообщает, что он всегда тренируется здесь с Валом, и что это не так уж далеко от королевства. Принц собирается уходить, но его останавливает Гроза и говорит, что он тот, кого они ищут. В ресторане Гроза говорит принцу, что хотела бы, чтобы он принял участие в состязании с другими кандидатами, и что если он станет лучшим претендентом на престол, то получит в награду меч и будет признан настоящим принцем тьмы. Принц смотрит на свой меч, и Гроза, заметив это, спрашивает, не имеет ли он к нему особого пристрастия. Рыжеволосый молодой человек, сидящий неподалеку, прислушивается к их разговору. Биас сообщает королеве, что они уничтожили солдат тьмы, которых послали к ним темные. Она хвалит его за работу, так как рыцари света должны уничтожать тех, кто нарушает равновесие. Во дворце королева Айрис погружена в свои мысли, вспоминая события битвы, и не замечает, как к ней подходит Шияма. Шияма говорит королеве, что она задумалась, всегда ли бывшая королева выглядела такой умиротворенной, какой она выглядит сейчас, погрузившись в свои мысли. Шияма говорит королеве, что она отправляется в западную столицу Метис, чтобы руководить ее восстановлением после разрушения, которое устроил Бол. Королева Айрис говорит Шияме, что она рассчитывает на нее и уходит. В прошлом, когда Айрис еще не стала королевой, Шияма подходит к ней, когда та молится на мосту. Айрис задает Шияме вопрос о том, что, по ее мнению, нужно королеве света. Шияма не может ответить Айрис, так как она тоже хочет найти ответ на этот вопрос. Шияма говорит Айрис, что один из них унаследует трон, и что у них не должно быть никаких обид по поводу того, кого из них выберут. Айрис считает, что стать преемником нынешней королевы будет для них большой ответственностью. Шияма спрашивает Айрис, придет ли она к ним на ужин, и Айрис отвечает, что с нетерпением ждет этого. Шияма говорит Айрис, что Пи тоже с нетерпением ждал этого, так как Шияма знает о сходстве Пия с Айрис. Айрис дает понять, что прошло много времени с тех пор, как они все были вместе. Айрис сбегает нарвать немного дикой зелени, чтобы принести ее на ужин. После ужина Айрис поблагодарит их за угощение. Тео просит ее вернуться, и Айрис благодарит его и говорит, что с удовольствием вернется. Айрис встает, чтобы уйти, и предлагает проводить ее до дома. По дороге к Айрис говорит ей, что Тео становится еще более надоедливым, когда у них появляется компания, который хвалит Айрис за выбор дикой зелени и говорит, что та, которую она приносит, всегда вкуснее. Этот глупый дурак просто без ума от любви. Айрис благодарит Фаса за то, что он проводил ее домой, и говорит ему, что с этого момента с ней все будет в порядке. Биас просит Айрис приходить в любое время. Он поворачивается, чтобы уйти, когда Айрис перезванивает ему, чтобы задать вопрос, который она задала Шиме ранее. Айрис спрашивает, что, по его мнению, нужно королеве света. Таким образом, он, как и Шима, не смог дать Айрис ответ, так как сообщил ей, что думает только о том, что он должен делать как клинок, чтобы защитить королеву. Она благодарит его за его заявление, говоря таким образом, что она сама хорошенько подумает об этом. Впоследствии Айрис оказывается на краю обрыва в небе, когда на нее нападает тьма. Она поворачивается, чтобы убежать и предупредить рыцарей, но понимает, что не успеет. Айрис оборачивается и решает сама сразиться с тьмой. Используя силу руны прародительницы, она успешно отгоняет тьму. В наши дни принц тьмы полностью готов к церемонии, в которой он должен принять участие по рекомендации семьи лыжника. Валис говорит ему, что он должен верить в себя и что он может поручиться за его способности. На церемонии Гроза объявляет, что они собрались здесь, чтобы определить, кто из претендентов станет наследником короля, и благодарит всех за участие. Гроза говорит будущим наследникам, что она наградит того, кто одержит победу в состязании великим черным мечом. Один из претендентов заявляет, что тот, кто получит великий меч, станет следующим королем. Другой претендент спрашивает Грозу, как она будет их оценивать. Она отвечает, что покажет им монстров, с которыми им предстоит сразиться. Гроза говорит, что двое последних претендентов будут сражаться на дуэли. Один из претендентов, тот, у которого голова льва, говорит Грозе, что он не будет сдерживаться, и спрашивает, не возражает ли она, если кто-то из них пострадает. Гроза говорит им, что они могут не беспокоиться, потому что они готовы оказать помощь. Она говорит будущим наследникам, что они могут струсить, как маленькие девочки, если решат, что их жизни в опасности. Гроза спрашивает претендентов, готовы ли они, и они отвечают утвердительно. Гроза начинает состязание и открывает ворота, не давая монстрам возможности напасть на участников. Чудовище с львиной головой выходит вперед и направляется к соперникам. Один из участников быстро расправляется с одним из монстров, и тот падает замертво. Остальные участники тоже вступают в бой с монстрами.
Принц тьмы стоит на месте, не двигаясь, и вспоминает, как эти же самые монстры пришли, чтобы уничтожить его деревню. Чудовище бросается на него, и он, не колеблясь, убивает его. Лев-охотник, сам король джунглей, расправляется с одним из монстров. Другой участник превращает монстра в жаркое, поджаривая его на огне. Один из солдат, который находится рядом с грозой, говорит, что он знал, что все участники будут сильными. Принц тьмы спасает одну из участниц, которая, кажется, уже готова сдаться, когда монстр приближается к ней. Участница не оценила его жест, сказав, что ей не нужна его жалость. Участники удивляются и спрашивают, почему он спас ее. Пока они разговаривают, на них нападает огромный монстр, легко раскидывая участников в стороны. Участникам трудно справиться с чудовищем, пока не появляется принц тьмы, выбранный семьей лыжника, и не прыгает на монстра, вонзая свой меч в голову чудовища и мгновенно убивает его. Гроза просит своих солдат вылечить раненых. Одна из участниц говорит принцу, что она ожидала от него меньшего, и сообщает, что они единственные, кто остался. Пока они разговаривают, ниндзя, который тоже участвует в состязании, пытается напасть на принца сзади. Но другой претендент на поединок с принцем, не теряя времени, бросается на ниндзя и вонзает меч ему в ногу. Он подходит к нему и спрашивает, не хочет ли тот продолжить бой. Ниндзя сдается, и принц доволен этим, так как не хочет сражаться с тем, кого он не считает достойным противником. Гроза сообщает, что принц будет сражаться с последним претендентом, как только все будет готово. В ожидании поединка второй претендент спрашивает принца, почему тот помог незнакомцу. Принц отвечает, что он сделал то же самое и для него. Претендент говорит, что он поступил так, потому что не хотел сражаться с мелкой сошкой. Принц отвечает, что он помог, потому что увидел, что кого-то собираются убить, и спрашивает претендента, разве это недостаточная причина. Претендент не соглашается и говорит, что если принц хочет стать королем тьмы, ему не нужно помогать людям, потому что другие люди не станут помогать ему. Принц отвечает, что если единственный способ стать королем – это убивать и бросать людей, то он найдет другой способ. Претендент говорит принцу, что он еще пожалеет о своих словах. Гроза, стоя снаружи, прислушивается к каждому их разговору. Два претендента готовятся к поединку за право владеть великим черным мечом. Гроза спрашивает их, готовы ли они. Они отвечают утвердительно, и Гроза просит их начать бой. Два претендента сражаются, нанося удары мечами друг другу. Вскоре Гроза замечает, что они оба одинаково искусны в бою. Вскоре принц выбивает меч из рук другого претендента на трон и приставляет свой меч к его горлу, но не убивает его. Он спрашивает принца, почему тот не хочет его убить. Принц отвечает, что он увидел идеал и должен посвятить свою жизнь этому идеалу. Он говорит претенденту, что собирается изменить мир, чтобы люди могли быть счастливы. Претендент вырывается из рук принца и, подняв свой меч, снова вступает в бой. Он снова терпит поражение и сдается принцу, заявляя, что он станет следующим королем. Гроза объявляет принца тьмы наследником престола. В качестве доказательства она просит его взять в руки огромный черный меч. Претендент просит принца доказать, что он не просто болтает. Претендент представляется принцу как Адель. В конце зала стоит Валис и ждет, когда принц подойдет к нему. Он говорит, что не стоит спрашивать, как все прошло. Адель спрашивает, что Валис хочет от них. Валис достает свернутое в трубочку письмо и говорит, что они должны доставить его в королевство белых. Валис сообщает, что первый и второй претендента на трон должны доставить послание в качестве особых посланников. Адель спрашивает принца тьмы, все ли в порядке, и тот отвечает, что он просто размышлял о том, что нужно королю и каким он должен быть. В королевстве белых Биас спешит на встречу с королевой, которая стоит на вершине скалы в небе. Он сообщает Айрис, что из королевства черных прибыл гонец. Гроза, Адель и принц тьмы плывут по небу на воздушном корабле, направляясь в королевство белой королевы. Вскоре они пересекают границу и прибывают в королевство белой королевы, которым правит королева Айрис. Гроза предупреждает принца тьмы, что он может быть посланником, но что две страны все еще находятся в состоянии войны. Адель говорит нашему герою, что он не очень хороший оратор, и спрашивает, сможет ли он выполнить роль посланника. Принц тьмы отвечает ему, что он может передать письмо. Адель говорит принцу тьмы, что это будет не так просто, как он сказал, потому что две страны находятся в состоянии войны. Адель предупреждает его, что если им не повезет, то они не вернутся обратно. Адель говорит принцу тьмы, что если дела пойдут плохо, то он будет первым, кто погибнет. Адель говорит, что он собирается сыграть роль посланника на публике, тем самым защищая принца тьмы, который должен стать королем и не может рисковать. Адель говорит ему, что он будет изображать его телохранителя. Они прибывают в королевство белой королевы, где их встречает Немрод Фиас. Он не очень дружелюбен и говорит им, что они были посланы черной королевой, указывая на них мечом. Принц тьмы, который притворяется телохранителем, а не посланником, достает свой меч, но его останавливает Абель, который извиняется перед Фиасом и говорит, что он просто выполняет свой долг, защищая своего посланника. Они передают письмо от короля тьмы к Фасу через одного из рыцарей, который просит передать письмо. Адель говорит Фасу, чтобы тот опустил меч, так как они не хотят причинять ему вреда. Адель говорит Фасу, что он всего лишь посланник,
и что он не может приказывать ему. Фас говорит, что он может легко доказать, что он применил силу, и тогда Адель придется его убить. Адель говорит, что они должны прекратить войну, так как в ней нет никакого смысла. Фас говорит Аделю, что это они первыми напали на них. Адель отвечает, что их предводитель Король Тьмы сошел с ума, и что никто не может ему перечить. Он добавляет, что у них может и нет руны прародительницы, но Король Тьмы для них все равно, что Бог. Он говорит, что большинству людей, вероятно, все равно, и что Король Тьмы по своей прихоти решает их судьбу. Адель говорит, что они, гражданские чиновники, отличаются от других, так как не заинтересованы в войне. Фас отвечает, что ему лучше пойти домой и жаловаться там, а не ворчать в Королевстве Белых. Адель говорит, что если он так поступит, то его убьют. Адель говорит, что по его мнению при новом Короле Тьмы все будет по-другому, и он хотел бы, чтобы новый король поскорее занял трон. Он говорит Фасу, что ни один другой Король Тьмы не вел себя так, как нынешний, и что если они смогут это выдержать, то королем станет кто-то другой. Адель говорит Фасу, что он видит смысл в том, чтобы они пришли к соглашению, когда настанет время. Затем он спрашивает, как зовут Адель, и опускает меч, который держал наготове с тех пор, как подошел к ним. Затем он просит их оставить мечи и подождать его. Бас идет к королеве, чтобы сообщить ей об этом, прежде чем проводить предполагаемого посланника и принца тьмы к королеве. По пути к королеве Бас спрашивает их, когда они собираются уезжать, и Адель отвечает, что они уедут в тот же день, если переговоры пройдут успешно. Но, скорее всего, потребуется несколько дней, чтобы уладить все детали. Бас говорит стражникам у дверей дворца, что он привел посланника из Королевства Черных. Стражники открывают дверь, они входят, и вскоре к ним выходит королева и благодарит их за ожидание. Адель представляется королеве и говорит, что она прибыла из Королевства Черных. Адель просит прощения за то, что он пришел вместо своего короля. Королева смотрит на принца тьмы, и с этого момента начинается их история. Королева Айрис садится на трон и говорит, что прочла послание их короля. Она сообщает им, что нынешняя ситуация между двумя странами не является дружественной и может легко привести к уничтожению одной из них, но они пришли к ней, чтобы предложить союз. Поскольку Баал является причиной объединения, королева Айрис говорит Аделю, что как только Баал будет побежден, агрессия короля тьмы будет направлена исключительно на них. Король тьмы вмешивается в разговор, заявляя, что это произойдет только при нынешнем короле. Королева и ее окружение ошеломлены этим заявлением. Адель быстро сообщает, что король подумывает о том, чтобы в ближайшем будущем отречься от престола, так как он уже правил много лет. Адель говорит королеве, что королевство тьмы тоже хочет заключить мир с королевством белых. Один из мужчин, сопровождающих королеву, похожий на Гэндальфа Белого, спрашивает Адель, не является ли это намерением короля тьмы, так как он считает это противоречивым и трудновообразимым. Адель отвечает, что это так. Адель спрашивает, что думает королева, и та отвечает, что сообщит им свой ответ позже. На борту воздушного корабля один из солдат сообщает леди Грозе, что ее вызывает Валус. Таким образом, Адель и король тьмы оказываются в комнате и просят их подождать там. Безмозглый принц спрашивает Адель, что за человек королева Айрис. Адель извиняется за их неподобающее поведение и говорит, что для королевства тьмы очень важно устранить Бала, и что он должен учитывать их мнение. Фиус говорит им, что все будет так, как решит ее величество. Адель спрашивает принца, в чем дело, так как он весь день ведет себя странно, и Адель говорит принцу, что королева, вероятно, пытается найти способ повернуть ход войны в свою пользу. Принц, не веря своим ушам, отказывается от предложения, так как считает, что королева другая. Адель говорит принцу, что союз зависит от королевы света. Адель говорит принцу, что ему пора спать, и он уходит. На следующий день в присутствии королевы Айрис задает посланнику вопрос об альянсе. Она поворачивается к принцу тьмы и, к всеобщему удивлению, говорит, что вопрос адресован ему. Она спрашивает Рамс о том, как чувствуют себя люди в Черном Королевстве. Принц отвечает, что каждый раз, когда Бал атакует, он подвергает опасности жизни многих людей, и что, по его мнению, союз мог бы спасти много жизней. Она соглашается с ним и говорит, что готова сражаться с Балом вместе с ними. Шима входит в тронный зал, где королева Айрис отсутствует, вернувшись из поездки в Матус, чтобы проследить за реконструкцией. Она видит там брата Айрис Фаса. Фас спрашивает Шиму о работе по восстановлению Метиса, а затем передает ей послание, которое привез посланник из Черного Королевства. Шима понимает, что между королевствами объявлено перемирие, и что королева Айрис отправилась в Черное Королевство, чтобы вместе с ними победить Бала. Шима хочет встретиться с посланником и просит Фаса представить их друг другу позже, так как она устала и хочет отдохнуть. В Черном Королевстве Бал появляется, чтобы увидеть, что они полностью готовы к его приходу, так как он пришел разрушить их земли. Валис предупреждает остальных,
остальных, что Бал прибыл, и говорит, что как только он приземлится, у них появится шанс, так как они свяжут ему крылья и начнут атаку. Валлис сообщает Грозе, что оставляет арбалетчиков на ее попечение. Валлис обращается к солдатам и говорит им, что Бол пришел сюда, чтобы уничтожить их страну просто так, без всякой причины, и что они не могут допустить такого варварства. Он говорит им, что высокомерие Болла должно быть наказано, и что сегодня этому придет конец. Валлис подходит к Балу и говорит ему, что по приказу короля тьмы он должен сразиться с ним. Валлис подходит к Балу и наносит ему удар мечом, но, как и ожидалось, это не причиняет Балу никакого вреда. Бол говорит ему, чтобы он успокоился, потому что нет никакой необходимости спешить. Бол признает, что впечатлен тем, что они собрали для него столько игрушек. Этот ублюдок называет людей игрушками. Крылатые существа, посланные против Болла, легко отбрасываются им в сторону, как будто они ничего не значат. Это заявление шокирует Валлиса, потому что он считает это невозможным. Этот ублюдок спрашивает Валлиса, может ли он получить еще одну порцию игрушек, чтобы поиграть с ними. Валлис отвечает, что не стоит насмехаться над ними. Гроза, желая привлечь внимание Болла, приказывает арбалетчикам стрелять в него. Болл спрашивает у этих неудачников, которые вот-вот получат по заслугам, не слишком ли они жаждут его внимания. Заявление Болла выводит Грозу из себя, и она направляет на него свою магию, но он лишь смеется над этим, потому что магия на него не действует. Какая пустая трата сил, ты просто никчемная. Гроза тоже удивлена, что ее магия не действует на этого гротескного ублюдка по имени Болл. Она приказывает арбалетчикам снова стрелять в Болла. Как вы можете снова пытаться сделать то же самое и потерпеть неудачу? Шар приближается, уничтожая на своем пути солдата, стоящего на стене. Гроза вовремя спрыгивает со стены. Крылатые существа окружают Шар и пытаются заманить его в ловушку. Шар понимает, что они задумали, но не поддается на их уловки. В мгновение ока Шар расправляется с крылатыми существами. Гроза и другие маги тьмы нападают на Шар. Валус призывает из пустоты меч и направляет его на Шар, выпуская из него огонь, чтобы усилить атаки, которые уже наносят Гроза и другие маги. Гроза кажется в восторге. Она думает, что Шар у них в руках, но к их величайшему удивлению Шар вырывается из их рук, говоря, что это было забавно. Шар говорит им, что они исчерпали все свои уловки и что им пора умереть. Он начинает атаковать их, намереваясь убить. Валус бросается на Шар, но его попытки тщетны. Внезапно Шар издает громкий крик, от которого все замирают, не в силах пошевелиться. Прежде чем Шар успевает прикончить Валуса и Грозу, появляется Король Тьмы, спасая Валуса и Грозу от неминуемой гибели. Это самое доброе, что когда-либо делал этот ублюдок. Король Тьмы, парящий в небе в клубах фиолетового дыма, обращается к Баалу, называя его тем, кто нарушает равновесие. Баал и Король Тьмы вступают в схватку, используя свои силы на полную катушку. Валус и Гроза появляются в другом месте после того, как Король Тьмы спас их от неминуемой гибели. Баал говорит Королю Тьмы, что тот не оправдывает своих обещаний. Король Тьмы запускает в Шар магические диски, похожие на кольца, и Шар, сталкиваясь с ними, рассыпается на части, а затем уничтожается лучами света, прежде чем успевает приблизиться к королю. Но прежде чем Шар успевает атаковать Короля Тьмы, к его величайшему удивлению, его останавливает королева Королевства Белых Айрис. Увидев Королеву Света, Валлис и Гроус понимают, что союз, ради которого Адил и Принц Тьмы отправились в Королевство Белых, удался. Шар, как ни старается, не может вырваться из рук королевы Айрис, которая направляет на него силу руны Прародительницы. Король Тьмы насмехается над ним, спрашивая, не обидно ли ему находиться в таком состоянии. Шар называет Короля Тьмы наглым ничтожеством, считая его жалким существом, которое ради того, чтобы сразиться с ним, отказалось от остатков гордости и объединилось с Королевой Света, своим врагом. Шар спрашивает Короля Тьмы, не собирается ли он примкнуть к Свету только тогда, когда это будет ему выгодно, и цепляется за свое бессмысленное равновесие. Король Тьмы не желает продолжать разговор. Он дает понять Шару, что для него это конец, и что он будет вечно мучиться в глубинах Тартара в раскаленной вулканической тюрьме Короля Тьмы. Шар спрашивает Короля Тьмы, почему он не уничтожит его, а держит в тюрьме целую вечность. Он говорит Королю Тьмы, что не стоит отвечать, так как ответ очевиден. Шар говорит это, погружаясь в глубины вулкана, чтобы быть запертым в тюрьме Короля Тьмы. Шар сообщает, что он снова встретится с Королем Тьмы. После того, как Шар был спрятан, Король Тьмы сообщает, что чаша весов склоняется в его сторону. Королева Айрис смотрит на Короля Тьмы, а затем поворачивается и улетает обратно в свое королевство, в Королевство Белых. Шаяма знакомится с Адель и Принцем Тьмы, которые являются посланниками и телохранителями. Адель поблагодарила Шаяму за то, что та предоставила им аудиенцию. Шаяма говорит Адель, что Фиус сообщил ей, что народ черных не желает войны, и спрашивает Адель, правда ли это. Адель отвечает, что это правда. Увидев, что Королева Света летит в небе как-то странно, Принц Тьмы выбегает ей навстречу. Как только она приземляется, то начинает падать, но принц успевает подхватить ее. Он спрашивает, все ли с ней в порядке. Королева Айрис говорит ему, что она выполнила условия их соглашения. Победитель в поединке и командир рыцарей света Шаяма и Адель подбегают к ней.
Шаяма говорит, что не видит на ней никаких ран, и спрашивает, что могло случиться с Айрис. Шаяма говорит, что королева, должно быть, использовала слишком много силы, и просит Шаяму быстро отнести королеву во дворец. Шаяма поворачивается к Адель и принцу тьмы и говорит им, чтобы они ждали в своих комнатах для гостей. Они укладывают королеву на кровать, и Шаяма спрашивает, все ли с ней будет в порядке. Шиама подходит к королеве, прикасается к ней и дает понять, что она стала проводником огромной силы руны прародительницы, когда та приняла вызов, и что это потребовало от нее невероятных усилий. Шиама просит Фаса сообщить результаты битвы посланнику. Фас неохотно соглашается и, как послушный пес, отправляется в покои посланника. Вскоре Фас приходит к ним и сообщает, что он не говорил им о том, что они могут перемещаться между комнатами. Принц тьмы вежливо интересуется самочувствием королевы, а Фас, как всегда, грубит ему, заявляя, что это не его дело, и спокойно сообщает, что королева скоро поправится. Адель спрашивает, удалось ли им победить Бола. Таким образом, они узнают, что им удалось успешно победить Бола, и условия соглашения были соблюдены без каких-либо инцидентов. Услышав это, Адель сообщает, что их миссия завершена. Он смотрит на принца тьмы и говорит, что им следует попрощаться с королевой и вернуться на землю. Вернувшись в королевство Черного, Гроза идет домой одна и вдруг замечает впереди Валуса. Валус говорит ей, что битва была тяжелой и что она отлично справилась. Валус говорит, что знает, что она должно быть устала, но ему нужно, чтобы она передала послание в королевство Белого. Грозу не радует тот факт, что ей придется отправиться в королевство Белых так скоро, что она даже не успеет перевести дух и отдохнуть. Она утешается мыслью, что принц тьмы тоже будет там. В королевстве Белых Адель благодарит королеву Айрис за выполнение условий их союза. Адель сообщает королеве Айрис, что как только они вернутся в свою страну, он попросит короля прекратить нападение на земли королевства Белых. Фас, услышав это, приходит в замешательство и говорит, что если он это сделает, то король тьмы прикажет отрубить ему голову. Адель благодарит Фаса за заботу, но говорит, что благодаря ему он укрепил свою решимость. Он просит Фаса не волноваться и говорит, что король тьмы все поймет. Пока они разговаривают, входит солдат и докладывает королеве, что прибыл гонец из королевства Черных. Королева Айрис говорит, что их следует впустить. В присутствии королевы Гроза представляется ей и благодарит за то, что ее внезапное прибытие было прощено. Королева Айрис просит Грозу изложить цель ее визита в королевство Белых. Гроза сообщает королеве, что она привезла письмо от короля и надеется, что королева его прочтет. Прочитав письмо, королева Айрис объявляет всем, что злой король тьмы потребовал продлить перемирие до тех пор, пока не будет устранен ущерб, нанесенный Баалом. Услышав это, Фиус сообщает Аделю, что ему, возможно, не понадобится его решимость еще некоторое время. Королева Айрис сообщает, что принимает предложение и велит старику, похожему на Гэндальфа Белого, подготовить ответ. Шама говорит Грозе, что она приготовила для нее комнату и что ей нужно немного подождать. Королева Айрис предлагает показать гостям свое королевство. Шама, беспокоясь о ее здоровье, спрашивает, хорошо ли она себя чувствует. Айрис отвечает, что благодаря заботе Шамы чувствует себя гораздо лучше и что ей не помешает немного прогуляться. Королева Айрис ведет гостей по королевству, и по дороге они встречают Тео. Шама сообщает ему, что к ним прибыли гости из королевства Черного. Тео пугается, услышав, что они из королевства Черного. Адель говорит мальчику, что они не собираются его есть. Тео успокаивается и отвечает, что, наверное, не все в Черном королевстве плохие. Фас, Немрод, спрашивает Тео, что он здесь делает, и Тео отвечает, что он лечит маленькую птичку. Тео кладет руку на птицу по имени Звездной Тануки и начинает ее лечить. Фас удивляется, что Тео умеет это делать, и спрашивает, когда он этому научился. Тео говорит Фасу, что его научила Шама. Шама говорит, что у Тео есть талант, и что однажды он, возможно, даже превзойдет ее. Биас спрашивает Тео, не собирается ли он вступить в ряды рыцарей света. Тео дерзко отвечает, что если он вступит в ряды рыцарей света, то Биаса разжалуют до заместителя командира. Вскоре птица выздоравливает и улетает. Гроза рассказывает, что птицы в царстве белых ведут себя хорошо, как и в царстве черных. Они приносят одни неприятности. Королева Ирис говорит им, что хотела бы увидеть одну из птиц из их страны, но принц тьмы быстро сообщает ей, что в них нет ничего привлекательного, что они выглядят злобно и мрачно. Тео замечает, что они все одеты в черное, а Адель отвечает, что в их стране это нормально. Адель также говорит, что они с головы до ног одеты в белое. Они хвалят друг друга за выбор одежды, и Гроза спрашивает, можно ли ей примерить что-нибудь из их нарядов. Представители обоих королевств меняются одеждой, чтобы посмотреть, как на них будут смотреться цвета из гардероба другого королевства. Королева Ирис говорит, что это символ дружбы между двумя королевствами. В конце обмена одеждой они все вместе играют в игры с рыцарем Фиусом, который проигрывает остальным. Похоже, он не только с женщинами не умеет проигрывать. Адель просит его отдохнуть и не играть больше, но он отказывается, говоря, что хотел бы сыграть еще раз. Шияма просит Фиса проводить
проводить послов в их комнаты, так как скоро начнет темнеть. Королева Ирис говорит, что она не против, так как ей это нравится. Она говорит, что не часто проводит с ними время, как сейчас. Тео говорит королеве, что она может прийти к ним поиграть, как раньше, до того, как стала королевой. Шияма отвечает Тео, что она не может прийти, потому что она королева и должна оставаться во дворце и заботиться о своем королевстве. Адель говорит им, что они могут продолжать играть, пока Фьюз не выиграет партию. У принца тьмы начинает урчать в животе, и Фьюз спрашивает, не голоден ли он тоже. Принц подтверждает, что он голоден, и Шаяма предлагает им всем вместе поужинать. Адель считает это отличной идеей, потому что ему уже надоела еда во дворце. Используя свои магические способности, Шаяма зажигает огонь в камине и начинает готовить. Во время ужина Гроза сообщает, что она принесла немного еды из королевства Черного дракона. Королева Ирис спрашивает принца тьмы, что он думает о домашней кухне их королевства. Адель не скрывает своего мнения, говоря, что, как и еда во дворце, она безвкусная. Гроза предлагает Ирис попробовать немного еды из их королевства, и Ирис с удовольствием пробует ее. Они решают смешать еду из обоих королевств, и все соглашаются, что получилось очень вкусно. Биас говорит гостям, что зелень, которую собирает королева, вкуснее, чем суп, который они только что ели. Принц тьмы говорит им, что он уже ел зелень, но зелень из королевства Белого дракона, которая растет на солнце, будет вкуснее, чем зелень из королевства Черного дракона. Королева предлагает им всем пойти и нарвать зелени. Позже, в ту же ночь, Гроза подходит к принцу тьмы, который смотрит в окно и спрашивает, почему он не спит. Она говорит ему, что готова выслушать, если он захочет поделиться с ней своими мыслями. Принц отвечает, что он просто думал о том, какая королева света обычная и простая в общении, и Гроза говорит ему, что он тоже такой. Гроза говорит принцу, что она всегда будет рядом и поддержит его. Он благодарит Грозу за ее слова. Гроза говорит принцу, что поздно ложиться спать вредно для здоровья, и напоминает ему, что завтра они должны собрать дикую зелень. Он соглашается, говоря, что сейчас пойдет спать. Королева Айрис идет впереди, показывая дорогу к месту, где они будут собирать дикую зелень. Шиама говорит Айрис, что им не нужно торопиться, но Айрис отвечает, что чем раньше они начнут, тем лучше. Айрис немного спотыкается, но говорит, что с ней все в порядке. Шиама проявляет беспокойство и просит ее быть осторожнее, потому что она еще не совсем поправилась. Тео, который бежит впереди, кричит остальным, чтобы они поторопились. Адель спрашивает командира рыцарей света, зачем он берет с собой меч, когда они идут собирать дикую зелень. Дорфеус отвечает, что он всегда должен быть начеку, потому что никогда не знаешь, где притаилась тьма. Гроза спрашивает королеву, всегда ли она собирает зелень в этом месте. Айрис отвечает, что здесь ее много растет. Бояз говорит им, что пора начинать. Адель, желая развлечься, отвечает, что они могут устроить соревнования, раз уж они все здесь. Он объясняет им, что просто собирать зелень – это неинтересно, и предлагает разделиться на пары, чтобы посмотреть, кто соберет больше. Тео, как и остальным, нравится эта идея. Шайма спрашивает, как будет проходить разделение на команды. Адель предлагает им разделиться на пары, чтобы наладить обмен между двумя королевствами. Парень, который не может признаться в своих чувствах, отвечает, что обмен – это хорошо, но для безопасности ему лучше пойти с королевой. Его прерывают, так как королева Айрис говорит им, что есть некоторые вещи, на которые нужно обращать внимание при сборе дикорастущей зелени. Королева Айрис говорит им, что некоторые виды дикорастущей зелени ядовиты, если их неправильно приготовить. Она объясняет, что зелень нужно собирать правильно, и показывает, как это делается, прежде чем они разойдутся по своим местам. Адель и Шайма собирают зелень. Тео идет с королевой и принцем тьмы. Тео обращает внимание королевы на одно растение, и она говорит ему, что это птичья лапка. Принц тьмы спрашивает, съедобно ли это растение, и она отвечает, что да, и что его легко приготовить, если сварить. Она говорит им обоим, что корни можно высушить на солнце, чтобы приготовить из них лекарства от простуды. Принц тьмы смотрит на королеву и говорит ей, что она много знает о травах. Королева Айрис спрашивает принца тьмы, не возражает ли он, если она пойдет с ним. Он соглашается, и она благодарит его. Наблюдать за принцем тьмы и королевой издалека не очень-то приятно, ведь неудачник наверняка думает, что это он должен проводить время с королевой. Гроза спрашивает доктора, почему тот держит руку на рукояти меча. Поняв это, болван придумывает оправдание, что он просто наблюдает, чтобы убедиться, что никто из людей тьмы не причинит вреда ее величеству. Что за неудачник? Гроза спрашивает его, не думает ли он, что они могут так поступить. Он отвечает ей, что не сомневается в них, и Гроза говорит ему, что она тоже на это надеется. Биас говорит ей, что, похоже, люди из Черного Королевства доверяют друг другу так же, как и они. Гроза говорит ему, что она поняла, что у одного человека есть потенциал стать их следующим королем. Она рассказывает ему о словах, сказанных человеком, который сражался с другими претендентами на звание короля тьмы. Она говорит Фиусу, что сочувствует этим словам. Фиус, думая, что она говорит об Адель, отвечает ей, что он не знает, что он настолько впечатляющий. Услышав это, Гроза быстро говорит ему, что она говорит не об Адель. Когда они все собираются, королева Айрис спрашивает их, все ли они выбрали много. Тео отвечает первым, сообщая ее величеству, что он выбрал много. Она просмотрела то, что выбрал Тео, похвалила его и сказала, что он сделал хороший выбор.
Она просмотрела то, что выбрали Адель и Шаямас, а также Фейс и Гроза. Как и ожидалось, все, что связано с птичьим мозгом, который называется Фас, будет самым худшим. Он не удивился, что большую часть времени он пытался отговорить королеву. Какой жалкий неудачник. Королева Айрис сообщает, что большинство из того, что он собрал вместе с Грозой, несъедобно, и что им следовало бы спросить у нее, если они не уверены в этом. Фиус тут же извиняется. По итогам конкурса победила команда Тео и Принца Тьмы. Королева сообщает им, что они будут готовить из дикорастущих трав, которые они собрали, и тех, что собрала она. Адель замечает, что Принц Тьмы улыбается, и спрашивает его, почему он улыбается. Биас, молотобоец, думая, что это относится к нему, говорит, что его возлюбленная королева готовит для них и что он счастлив. Шама сообщает им, что они должны подготовить все необходимое для приготовления еды и распределить между собой обязанности. Мальчики идут за ветками, чтобы разжечь костер. Принц Тьмы с удивлением замечает, что сухие ветки деревьев нагреваются. Фиус спрашивает его, немало ли в их королевстве солнечного света. Принц Тьмы говорит, что иногда сквозь облака пробивается луч солнца, но он и представить себе не мог, что это может быть так приятно. Биас смеется и говорит принцу, чтобы он наслаждался солнцем, пока он еще с ними. В другом месте Айрис вместе с Грозой объясняет ей, что собранные травы нужно замочить, чтобы избавиться от горечи. Шама сообщает ей, что в их королевстве так и поступают. Гроза говорит им, что в царстве тьмы они оставляют зелень на ночь в лесу, иначе она будет слишком горькой. Ирис говорит, что они с Шаямой и Грозой пойдут вперед, а она принесет зелень с собой. Они уходят и говорят королеве, что все подготовит. Собирая хворост для костра, принц Тьмы замечает, что Тео нигде нет. Мальчики бросают хворост и бегут искать малыша, окликая его по имени. Принц Тьмы замечает королеву Ирис, подходит к ней, споткнувшись о камень, падает в реку вместе с королевой. Когда они выныривают, он спрашивает, не видела ли она Тео. Она отвечает, что Тео уже вернулся, и говорит принцу Тьмы, что Тео ушел с Шаямой и Грозой, потому что нес много сухих веток для костра. Она благодарит его за заботу о Тео. Вскоре королева Ирис и принц Тьмы присоединяются к остальным, и королева Ирис извиняется за то, что заставила их ждать. После ужина они устраиваются поудобнее и начинают есть. Фиус спрашивает гостей, понравилась ли им зелень и как она на вкус. Они отвечают, что зелень им понравилась. Гроза говорит, что она будет еще вкуснее, если добавить немного соли. Они прислушиваются к ее совету, и вкус еды сразу же улучшается. Королеве Ирис нравится то, что она видит, и она надеется, что сможет провести время с жителями Тьмы, как они это делают с этого момента. Адель получает особое послание из Царства Тьмы. Направляясь к замку вместе с принцем Тьмы, Адель сообщает, что король Тьмы вызвал их обратно в свое королевство без особых на то причин. Перед тем, как покинуть замок, Адель встречается с Биасом, главой королевской стражи. Биас говорит Аделе, что она должна сделать все правильно, когда вернется в свое королевство. Он вручает Аделе и принцу Тьмы их мечи. Адель говорит Фасу, что они хотели бы попрощаться с королевой света, прежде чем вернуться в свое королевство. Королева Белого королевства дарит им подарки, и Гроза, признавая их щедрость, радуется, что они уезжают и что все складывается как нельзя лучше. Фаус приходит в тронный зал вместе с Адель и принцем Тьмы, которые пришли попрощаться с королевой перед отъездом в королевство Черного дракона. Старик, похожий на Гэндальфа Белого, передает Аделе письмо от королевы. Королева сообщает, что она хочет заключить торговое соглашение, и что Адель должна передать письмо королю Тьмы. Адель говорит королеве, что он должен уйти. Она говорит ему, что доверила ему это письмо. Адель отвечает, что это конец. Адель начинает говорить, что она хранительница закона мира и что действительно нужно защищать все живое, но только тем, у кого есть на это силы. Вскоре Адель бросается на королеву, чтобы напасть на нее, говоря, что ему не нужна ее жалость. Но прежде чем он успевает нанести удар, принц Тьмы легко и непринужденно расправляется с ним, словно играя в фруктового ниндзя, и Адель мгновенно погибает. Увидев это, Биас и Шима приходят в ужас. Старик приказывает Фасу схватить принца Тьмы. И Фас, верный пес, тут же повинуется и, схватив принца, избивает его, нанося удары кулаками и ногами. Таким образом, принц Тьмы дает понять, что он глупец, раз думает, что может доверять кому-то из королевства Черного. Таким образом, он дает понять, что уничтожит его и землю, по которой он ходит. Таким образом, он просит принести веревки и связывает принца, а затем уводит его в темницу. Таким образом, принц Тьмы дает понять, что он не будет спешить и заставит его рассказать все, что он знает о королевстве Черного. Шима и старик быстро уводят королеву из тронного зала в безопасное место. Шияма, которая находится на борту корабля и не знает, что происходит во дворце, думает о том, что она может привести в королевство Белого, когда в следующий раз отправится туда. Вскоре корабль начинает трястись, когда отчаливает от пристани, и несколько солдат Грозы входят на борт, чтобы сообщить ей, что, похоже, посланник арестован и им нужно уходить. Как только они оказываются на суше, рыцари света приближаются к ним, чтобы арестовать их, но уже слишком поздно. Фас Ним считает себя глупцом, раз думает,
думает, что между двумя королевствами может быть дружба. Шияма подходит к Фасу и говорит ему, что все в порядке, так как им удалось предотвратить нападение. Фас обеспокоен и спрашивает, суждено ли рыцарям сражаться вечно. Тео отвечает, что он не знает, что такое вечность, и что ему не стоит об этом беспокоиться. Тео, недовольный тем, что между двумя королевствами постоянно происходят сражения, уходит от Фаса и Шемы. Затем обращается к Шиме и говорит, что, возможно, однажды Тео удастся положить конец этим сражениям. Шима говорит Фасу, что у них есть долг и что они не могут позволить себе отступить. Фас считает, что его тревоги ничто по сравнению с переживаниями королевы, и что он должен защищать ее и делать все возможное для этого. Королева Айрис, стоя перед руной прародительницей, спрашивает, почему те, кто поддерживает равновесие, должны сражаться друг с другом. Королева Айрис говорит руне прародительница, что если небо и земля будут вечно ненавидеть друг друга, то она не сможет этого вынести. Руна прародительница отвечает, что она должна решить, что нужно защищать. Тем временем принц тьмы находится в тюрьме. Он вспоминает, почему он раньше защищал королеву света, и спрашивает себя, было ли это естественным, когда они прибыли в королевство белых, чтобы укрепить дружеские связи. Принц тьмы также задается вопросом, не получила ли Адель тайный приказ убить королеву света, и не было ли это лучшим решением для королевства черных. Пока он размышляет, за решеткой его камеры появляется яркий свет. Он видит только белую пушистую кошку. Он гадает, откуда взялась эта кошка. Белая кошка открывает ворота его темницы, и принц задается вопросом, не зовет ли его кошка. Кошка подталкивает его к выходу. Кошка ведет принца тьмы через пустой зал, и принц замечает, что стражи нигде нет. Принц думает, что они пытаются дать ему возможность сбежать. Вскоре принц и кошка убегают из дворца и оказываются на краю обрыва, нависающего над дворцом. На краю обрыва кошка останавливается прямо перед принцем тьмы, держащим в руках оружие. Кошка поворачивается к нему и тут же превращается в королеву света, к удивлению принца тьмы. Паря в воздухе в стеклянной колбе, которая вот-вот разобьется, принц тьмы быстро подхватывает королеву Айрис, чтобы она не упала. Королева Айрис в объятиях принца говорит ему, что в мире существует не только свет, но и тьма, и что и то, и другое может принести покой. Принц тьмы говорит ей, что он тоже этого хочет, если это сделает счастливыми всех в их королевствах. Он говорит ей, что будет поддерживать ее, даже если она будет находиться в грязи. Он говорит ей, что она должна следовать по пути, в который верит, прежде чем сообщить ей, что он является наследником короля тьмы. Королева Айрис говорит ему, что она это чувствовала. Принц тьмы сообщает королеве Айрис, что он унаследует трон, и обещает, что они вместе принесут мир в этот мир. Королева Айрис говорит принцу, что они должны поддерживать друг друга, каждый на своем месте. Увидев приближающихся рыцарей света, принц тьмы выхватывает меч, говорит королеве, что должен уйти, и благодарит ее за все, что она для него сделала. Принц говорит, что она должна дождаться подходящего момента, и она обещает ему, что дождется, и сдержит свое слово. Королева Айрис вспоминает принца тьмы. Она говорит, что сразу поняла, что он наследник короля тьмы, но впечатление, которое он произвел, было совершенно противоположным. И она немного беспокоилась, что такой человек может унаследовать трон. Темные силы нападают на королевство света, но королева Айрис отражает атаку. Белый старец, похожий на Гэндальфа, говорит Биасу, что слышал, что в городе появились и темные силы. Биас отвечает, что их было немного. Шаяма говорит, что слышала, что разведчики появились и в Матисе. Старец спрашивает королеву, что им делать. Она приказывает усилить охрану каждого гарнизона и что она отправится в путь, как только они обнаружат приближение темных сил. Королева говорит, что могут быть и другие нападения, и что основные силы рыцарей и магов будут находиться во дворце, готовые в любой момент отразить атаку. Фас просит королеву отпустить его ненадолго. Он говорит, что как рыцарь света он должен защищать королеву света, а она выглядит уставшей после предыдущей битвы. Поэтому он хотел бы отправиться на поиски способа быстро восстановить ее силы. Шама спрашивает Нима, кто командует рыцарями света, пока его нет. Тот отвечает, что здоровье королевы важнее всего и что это должно быть их первостепенной задачей. Королева Айрис говорит, что не стоит беспокоиться, так как она обязательно поправится. Королева Айрис говорит, что рыцари света должны быть готовы к нападению сил тьмы, и что маги тоже должны сосредоточиться на изучении заклинаний. После того, как Шама покидает покой королевы, Ним сообщает ей, что беспокоится о здоровье королевы. Шама говорит ему, что она против того, чтобы он уходил, так как он не может оставить свой пост в сложившейся ситуации. Ним говорит ей, что это ненадолго, и что она может не волноваться за рыцарей света, пока его нет. Шама спрашивает, кто будет командовать, пока его нет, на что Ним отвечает, что это будет Шияма. Она дает ему понять, что его заявление нелепо, и тогда он предлагает спросить Тео. Шияма говорит ему, что ее величество никогда не позволит этого, и спрашивает, как он собирается лечить королеву. Шияма просит его воздержаться от необдуманных поступков. Ним идет к лорду Алантии. Алантия говорит, что знает способ, но это может быть опасно. Алантия сообщает Ниму, что королева, похоже, истощена после битвы с Балом, и что, похоже, королева восстановила свои силы. Но магические
Энергетические каналы, по которым передается энергия, еще не восстановились. Алантия говорит, что в обычных условиях им ничего не остается, кроме как ждать, пока чистая энергия души естественным образом исцелит их. Алантия сообщает, что есть место, где благословение чистой души сильнее и способно исцелить королеву. Он говорит, что путь туда труден и даже добраться туда нелегко. Поэтому Алантия просит показать ему дорогу. Алантия спрашивает о дворце и говорит, что королева дала ему разрешение. «Ты чертов лжец, и твоя голова набитая перьями». Услышав это, Алантия соглашается помочь. В другом королевстве Белого мира маги практикуются в заклинаниях, а Шаяма руководит ими. Шаяма говорит магам, что они должны сосредоточиться, потому что заклинания, которые они произносят, требуют больше энергии, чем может выдержать один человек. И что если кому-то не хватит сил, то заклинание не сработает, и все они получат ответный удар. Она сообщает им, что тьма снова вторглась в их земли, и что только королева, рыцари и маги могут противостоять ей. Она говорит, что они должны объединиться, если хотят защитить народ Белого мира. Она призывает их снова попробовать произнести заклинание. Незадолго до того, как они начинают произносить заклинание, входит рыцарь и сообщает Шаяме, что Фиус пропал. Шаяма быстро направляется к королеве. Королева Айрис говорит Шаяме, что она слышала об этом и верит, что он отправился на поиски лекарства для нее и молится о его благополучном возвращении. Она просит Шаяму вернуться в ее башню и продолжить обучение магов. Алантия ведет Такса к выходу, где он найдет лекарство для королевы. Алантия говорит Таксу, что лишь немногие возвращались оттуда. Но это не останавливает его, и Алантия говорит, что им пора отправляться в путь. В другом месте принц тьмы дает понять, что он не должен никому сообщать о своей встрече с королевой света, прежде чем прыгнуть на борт небесного корабля и покинуть королевство Белого. Принц тьмы сообщает, что ему было отказано в доступе во дворец, и что он не уверен, связано ли это с инцидентом с Адель. Он дает понять, что королева Айрис несет слишком много на своих плечах, и что он должен найти способ поддержать ее. Принц тьмы ругается с Валисом, как это принято у них. Валис велит ему остановиться и спрашивает, вернулся ли он со своей миссии посланника с новой решимостью. Валис сообщает принцу тьмы, что у них больше не будет контактов с королевством белых навеки вечные, как того пожелает король тьмы. Валис говорит принцу, что король является источником силы тьмы, и что это их древний обычай, повиноваться его воле такова, как она устроена в этом мире. Валус дает принцу понять, что то, что окутывает тьма, есть само бытие, и что тьма никогда не должна рассеиваться, поскольку она будет продолжать расширяться до тех пор, пока есть пространство. Валус говорит ему, что это было истиной мира с самого его рождения. Принц тьмы спрашивает Валиса, подвергал ли кто-нибудь когда-либо сомнению истину, правильно ли ей следовать, и что, возможно, король даже задается тем же вопросом. Валис говорит ему, что король должен мыслить шире, чтобы руководить и показывать результаты. Вэллис говорит принцу, что не ему судить о будущем, основываясь на домыслах, и что когда придет время, принц сможет положиться на него в том, во что он верит. Принц благодарит Вэллиса, но тот отвечает, что еще слишком рано его благодарить, ведь он должен превзойти его в искусстве владения мечом. Вбегает Гроза с посланием от короля. Она говорит принцу, что их обоих отправляют сражаться с дикими чудовищами на границе. Гроза сообщает ему, что король сказал, что они слишком сильны для обычных войск, и что это похоже на чрезвычайную ситуацию. Валус предстает перед королем тьмы и говорит ему, что войска готовы к бою, а также авангард, после чего покидает дворец короля тьмы. Гроза и принц тьмы направляются к чудовищу. Принц говорит, что они находятся в лабиринте, и Гроза отвечает, что им нужно быть осторожными, чтобы не заблудиться. Вскоре появляются несколько чудовищ, которых они легко побеждают. Они решают продолжить поиски, ведь это не те чудовища, которых послал король тьмы. Над ними пролетает воздушный корабль, и Гроза заключает, что король тьмы не пойдет на мир с Белым королевством. Пока они смотрели в небо, к ним приблизились какие-то крошечные, похожие на насекомых, чудовища. Когда они сражаются с ними, ноги Грозы соскальзывают с края обрыва, и она начинает падать в глубокую расщелину. Принц тьмы быстро следует за ней и хватает ее, прежде чем вонзить свой меч в землю на краю пропасти и спихнуть их обоих вниз, в безопасное место, поскольку они легко приземляются. Гроза благодарит его за то, что он спас ее. Когда они успокаиваются, они начинают задаваться вопросом, как им снова подняться на ноги. В этот момент появляется зверь, с которым их послали сражаться. Гроза стреляет в зверя, но, к удивлению Грозы, он почти не повреждает его тело. Принц тьмы атакует его, в то время как Гроза готовится атаковать с помощью мощной магии. Где-то в другом месте королевство Белого тьма осаждает землю, когда они приходят, чтобы начать войну против них, но их встречает королева Айрис, стоящая на краю утеса, готовая захватить их вперед. Королева Айрис общается с Шьямой и сообщает ей, что появилась тьма. Шьяма сообщает королеве, что тьма появилась и в Метисе, и спрашивает ее о том, что им следует делать. Королева Айрис говорит ей сохранять спокойствие, привлечь тьму и перехватить их. Она заверяет Шьяму, что будет там, как только сможет. Алантия и Фиус находятся в пещере. Они отправляются на поиски лечения для королевы. Королева Шияма противостоит тьме, которая пришла в королевство белых. Рыцари света готовы сразиться с тьмой, и видно, как Шияма бежит, давая понять, что они завершили развертывание и что она не знает, будет ли этого достаточно. Шияма молится о скорейшем возвращении Фиуса, так как они нуждаются в его помощи. В пещере по пути в поисках лекарства для королевы Фиус и Алантия, похоже,
похоже, зашли в тупик. Алантия достает альпинистский крюк и стреляет им в стену наверху, подтягивается и раскачивается всем телом, чтобы выбраться на твердую землю. Биас использует альпинистский крюк, который дала ему Алантия, чтобы сделать то же самое. У него почти ничего не получается, так как он чуть не поскальзывается. Он определенно идет навстречу своей гибели. Алантия вовремя подхватывает его, прежде чем он оказывается вне пределов досягаемости. Глядя вперед, они видят перед собой прямой путь, давая понять, что он не может видеть весь путь до конца и что они не могут точно определить, что ждет их впереди. Он призывает Фиуса действовать осторожно. Вернемся в Королевство Белых, где силы Королевства Белых сражаются с силами тьмы. Маги используют свою магию против монстров, чтобы остановить их. Прежде чем монстр успевает уничтожить одного из магов, Шама успевает спасти ее, используя свои силы, чтобы уничтожить монстров. Шама говорит магам, что они должны вернуться в башню, пока рыцари света защищают людей и землю. Алантия и Фиус пробираются через пещеру и в какой-то момент останавливаются, так как путь кажется бесконечным. Алантия, измученная и знающая, что у них нет времени продолжать бежать в темноте, достает увеличительное стекло, чтобы разглядеть дорогу впереди. Он замечает тепловой след на стене и понимает, что в этом есть что-то странное. Алантия и Фиус находятся рядом с тепловым следом. Алантия прижимает руки к стене, и его рука легко проходит сквозь нее. Он смотрит на Фиуса и говорит ему, что они собираются идти вечно. В отсутствие Фиуса рыцари на земле защищают город от чудовищ. Леди Шияма узнает о том, что в городе появились чудовища, и думает о том, что она могла бы сделать. Когда Алантия и Фас выходят из замка, Фас удивляется и спрашивает, как ему удается справляться без силы рун. Алантия отвечает, что он всегда с ней и хранит ее в бутылке. Они бросают бутылки с силой рун в стену перед собой, пытаясь найти проход, но безуспешно. Фас подбегает к стене и начинает рубить ее мечом, как будто это он один. Через некоторое время Алантия говорит Фасу, что похоже здесь есть какой-то секрет, и просит его попробовать. Алантия произносит заклинание, и они наконец находят проход. Фас спрашивает Алантию, бывал ли он здесь раньше. Алантия отвечает, что идея пришла ему в голову только что. Фас говорит Алантии, что без него он бы никогда не справился, и они бегут через открытое пространство, где ярко светит солнце. Когда они выбегают, то оказываются перед озером. Фас и Алантия видят сверкающие капли, которые они искали, плавающие на поверхности озера. Фас по глупости хочет подойти и схватить эти сверкающие капли, но Алантия говорит ему подождать, потому что сила души слишком велика, и ее нельзя удержать обычными средствами. Алантия бросает камень в озеро, но тот разбивается вдребезги. Элантия советует им отступить и принять меры предосторожности, но он не слушает и решает войти в озеро, давая понять, что у них нет времени, так как тьма может поглотить королевство, пока они будут говорить. Он сообщает, что оставляет Шиаму за главного, но рыцари, вероятно, растеряны, так как его нет рядом. Он сообщает, что королева Айрис важнее. Он берет в руки сияющую каплю, и она сама подплывает к нему, паря над его руками. Он выносит сияющую каплю из озера и несет ее в Атлантию. Они покидают озеро и возвращаются в королевство, где их атакует тьма. В королевстве белых рыцарей Шиама приказывает отвести людей во дворец. Айрис вскоре присоединяется к магам, и они создают щит, чтобы защитить все королевство от монстров, используя заклинание, для которого требуется помощь многих магов. Шиама сообщает, что щит остановит монстров. Королева Айрис говорит магам, что щит долго не продержится. Пока королева Айрис говорит, она теряет сознание. Когда Фиус и Элантия выходят из клетки, они видят, что над королевством парят монстры, а щит защищает королевство от них. Увидев щит, Биас понимает, что для его создания потребовалась сила королевы. Ослабев от использования своей силы, несмотря на то, что она уже была в тяжелом состоянии, Айрис ложится на кровать, и ей требуется лечение. В другом месте Гроза и Принц Тьмы сражаются с монстром, которого послал Король Тьмы. Принц Тьмы бросается на монстра, но тот тоже нападает на него. Он пытается сразить чудовище, но безуспешно. С помощью Грозы они побеждают чудовище. Принц Тьмы благодарит ее за помощь в сражении с чудовищем. Гроза говорит Принцу Тьмы, что им пора возвращаться домой. Принц спрашивает Грозу, вернется ли она когда-нибудь в королевство Белой страны, на что Гроза не может дать ему определенного ответа. Гроза приглашает принца к себе на ужин. Она угощает его и в процессе разговора признается, что он ей нравится. Принц Тьмы отвергает ее ухаживание, и Гроза со слезами на глазах спрашивает, не с королевой ли Ирис он хочет связать свою судьбу. Услышав его ответ, она огорчается и выбегает из здания, но обещает, что будет рядом с ним и будет поддерживать его. Так Нит прибывает во дворец с лекарством для королевы Ирис. Он передает сияющую каплю Шаяме. Шаяма немедленно дает королеве Ирис капли и говорит Фасу, что они помогут. После того, как они покидают покой Ее Величества, они встречают Тео, который спрашивает, как себя чувствует королева. Шаяма сообщает Фасу, что пока его не было, на них напала тьма, и извиняется за свое отсутствие. Шаяма говорит Фасу, что щит долго не продержится. Фас говорит Шаяме, что как только они будут готовы, они снимут щит.
Стоя перед руной прародительницей, королева Ирис говорит, что хочет пойти по пути, который ведет к принцу тьмы. Входит Фиус и говорит королеве, что он понимает, что она горячо молится, но что ей не следует слишком напрягаться, поскольку решающая битва с тьмой уже близка. Она извиняется и говорит ему, что не хотела беспокоить такого рыцаря, как он. В ответ на это он говорит ей, что его и рыцаря долг защищать ее. Королева Айрис благодарит его таким образом. В королевстве Блэк принц тьмы сидит на кровати, когда его внимание привлекает что-то, происходящее снаружи. Стало известно, что леди Гроза и принц тьмы остались в стороне от битвы с королевством Уайт. Вскоре несколько солдат пришли на встречу с принцем тьмы и попросили его пойти с ними, поскольку им было приказано вызвать его. Принц последовал за солдатами, а Гроза наблюдал, как они уводят его. Вернувшись в королевство Уайт, Фас говорит Тео, что следующая битва может охватить все королевство, и что если это произойдет, ему следует спрятаться в безопасном месте. Тео говорит Фазу и Шьяме, что им тоже следует бежать, если кажется, что они проигрывают битву. Тео добавляет, что на их стороне королева света, и по этой причине они не проиграют. Фуз дает понять, что пока они верят в ее величество, они не проиграют. Фуз клянется продолжать защищать королеву Айрис. В тронном зале Айрис помнит обещание, которое она, принц тьмы, дала ей, что вместе они принесут мир во всем мире. Силы тьмы бродят по землям Белого Королевства и устремляются вперед. Королева Айрис, наблюдающая за происходящим, возносит хвалу руне прародительнице, дарующей силу народу Королевства Белого Света, и просит ее даровать свет, чтобы прогнать тьму. Рыцари света во главе с Фиусом устремляются навстречу врагу. Тео, видя, что битва началась, желает Фиусу и Шаяме удачи. Маги и рыцари делают все возможное, чтобы отразить нападение и победить врага. Королева Айрис, парящая в небе и наблюдающая за ходом сражения, вскоре замечает самого короля тьмы, который появляется в небе и летит к нему. Маги, изо всех сил пытающиеся сбить с неба чудовищ, вскоре понимают, что их слишком много. Один из магов говорит Шаяме, что они не смогут уничтожить их всех. Шаяма приказывает первой роте следовать за ней ко вторым воротам замка и велит остальным остановить столько чудовищ, сколько они смогут. Фиус приказывает рыцарям отступить к воротам замка, так как они должны защищать его до последнего. Стоя друг напротив друга, королева Айрис и король тьмы говорят, что именно здесь решится судьба. Король тьмы говорит королеве Айрис, что все их разногласия – это лишь притворство, так как обе стороны находятся на противоположных концах равновесия. Королева Айрис говорит королю тьмы, что они должны решить это. Один из рыцарей света приказывает людям бежать во дворец, так как скоро битва доберется и до них. Один из монстров пытается схватить ребенка, но солдат вовремя уничтожает его. Один из солдат попадает в плен к темным силам, и его товарищу ничего не остается, как убить его, когда тот пытается напасть на ребенка. Тео едва успевает увернуться, когда один из монстров бросается на него. Зная, что все сражаются, Тео понимает, что сейчас нужно либо победить, либо умереть, и даже он может помочь. Он использует свою силу против летящего монстра, который снова пытается напасть на него. Некоторые маги находятся под контролем темных сил, и один из рыцарей спрашивает, является ли убийство единственным способом борьбы с ними. Шаяма вместе с другими магами, которые не поддались влиянию темных сил, используют заклинание уничтожения, которое является одной из 7 сил, способных победить врага. Маги тут же используют одну из 7 сил, называемую клетка любви, чтобы защитить все королевство. Тем временем, таким образом, он со своими рыцарями противостоит тьме. Таким образом, он говорит своим рыцарям, что они не отступят, поскольку являются последней линией обороны Ее Величества. Валус говорит таким образом, что он видит, что у него достаточно энтузиазма, и представляется таким образом, как темный рыцарь Валус. Валис говорит таким образом, что он видит в нем достойного противника и просит сразиться с ним. Таким образом, он отвечает Валису, говоря, что у него хватает наглости просить об этом, поскольку он даже не знает, кто он такой. Таким образом, он говорит Валису, что он Фус, командир рыцарей света, щит королевы, а также ее меч. Таким образом, он говорит Валису, что не позволит ему пройти. Валис говорит ему, что если Фус хочет этого, то Фус должен оставить свой след в его памяти, победив его в бою. В это же время происходит сражение между двумя рыцарями, в котором также участвуют королева света и король тьмы. Король тьмы спрашивает Айрис, считает ли она, что сможет победить его, поскольку он не может припомнить, сколько раз они сходились в поединке. Королева Айрис спрашивает короля тьмы, не хочет ли он сказать, что всегда побеждал ее в предыдущих битвах, поскольку она помнит, что он всегда отступал. Король тьмы заявляет, что со временем станет ясно, кто из них будет обладать большей силой, и именно поэтому они вынуждены соблюдать правила наследования. Король тьмы заявляет, что он намерен нарушить этот цикл и стать единственным королем тьмы, чья сила будет расти и распространяться повсюду. Королева Айрис говорит ему, что она не допустит этого, и два предводителя вступают в бой. Через некоторое время магическая клетка, сдерживающая тьму, начинает разрушаться. Они понимают, что не смогут сдержать надвигающуюся тьму. Вскоре магическая клетка разрушается, и тьма поглощает некоторых магов.
Шиму успешно нейтрализует воздействие и освобождает магов, но это длится недолго, так как их снова захватывает тьма. Шима в отчаянии призывает руну-прародительницу. Тем временем болван Фиус сражается с темным рыцарем Валусом. Валис говорит Фиусу, что его удары до смешного прямолинейны. Валис задает Фиусу важный вопрос. Он спрашивает Фиуса, что поддерживает его, и тот отвечает, что это преданность ее величеству. Валис говорит ему, что он проиграет, потому что им движет личная заинтересованность. Таким образом, Валис нападает на него, чтобы доказать свою правоту. Валис дает понять, что он всего лишь глупый слабак. Королева Айрис говорит королю тьмы, что она собирается уничтожить его прямо здесь. Король тьмы спрашивает королеву Айрис, не злоупотребляет ли она силой руны прародительницы, поскольку она, похоже, использует ее в больших количествах. Король тьмы говорит королеве Айрис, что она не должна недооценивать его, поскольку он может заразить ее народ тьмой. Она собирается победить короля тьмы, и королева Айрис дает ему понять, что она не поддастся на его уловки. И говорит, что если равновесие будет нарушено, то все произойдет именно так, как он сказал. Королева Айрис дает ему понять, что она не позволит ему сбежать, даже если для этого ей придется пожертвовать всем, что у нее есть. Король тьмы говорит королеве Айрис, что они одинаковые, и что ее возненавидит, если она продолжит делать то, что собирается сделать. Королева Айрис, больше не раздумывая, бросается на короля тьмы. Он уклоняется от ее атаки и сбивает ее с неба, и она падает на землю к своим людям. Маги не могут использовать силу руны прародительницы и чувствуют себя побежденными, поскольку ситуация кажется безнадежной. Королева Айрис падает на землю и встречает Шаяму. Она говорит Шаяме, что слышала ее крик и что ничего другого она и не ожидала. Шаяма спрашивает о руне прародительницы, и королева Айрис отвечает, что выход все еще есть, и Шаяма упоминает о колесе судьбы. Маги собираются вместе, чтобы направить свою силу на колесо судьбы. Королева Айрис использует силу судьбы, чтобы найти путь к истине, которую она должна постичь. В конце концов, она понимает, что ничего не меняется и что, похоже, разрушение неизбежно. Шаяма призывает Айрис не сдаваться и спрашивает, есть ли у нее еще возможность бороться, как у королевы света. Шаяма подбадривает ее, говоря, что нет времени для сомнений. Шаяма говорит королеве Айрис, что она готова отдать за нее свою жизнь и просит ее поторопиться. Услышав слова Шаямы, королева Айрис взлетает ввысь, чтобы снова встретиться с королем тьмы. Шаяма выпускает в короля тьмы магический заряд, но это не причиняет ему вреда. Это привлекает внимание короля тьмы, который тут же хватает Шаяму в свои объятия. Солдаты ведут принца тьмы в место, где он может телепортироваться. Когда он прибывает туда, его встречает якобы мертвая Адель, которую он убил в тронном зале королевства белых. Адель высказывает свое недовольство принцем и спрашивает, почему он так жестоко расправился с ней. В этот момент принц понимает, что убить Адель было слишком легко, и он тоже так думал. Адель говорит ему, что он тоже может стать наследником престола, и что в нем гораздо больше от монстра, чем в принце. Принц тьмы спрашивает Адель, почему он напал на королеву света. Адель сообщает принцу, что это было желание короля и воля королевства черных. Он говорит принцу, что это он должен был спросить, почему принц не дал ему убить королеву. Адель заявляет, что шок, который она испытала в тот день, заставит ее сомневаться в своих силах, и она больше не будет представлять угрозу. Адель заявляет, что король тьмы не вызывает у всех особого интереса, и что те, кто считает его глупым, сами недалекие люди. Понимая, что король тьмы намерен покончить с ним прямо сейчас, он обнажает свой меч, чтобы сразиться с Аделем. Адель заявляет, что король тьмы избавился от принца и грозы, потому что он хочет переманить их на свою сторону. Адель говорит принцу, что если бы король тьмы всерьез занялся им, то он бы ничего не смог сделать. Адель превращается в еще более страшного монстра, чем мы видели раньше. Принц говорит Аделю, что он не позволит ему поступать так, как он хочет, потому что его методы неправильные. Два потенциальных наследника престола сходятся в поединке и скрещивают мечи. Используя свой меч, принц отражает атаку Аделя. Адель бросается на принца после первой атаки, но принц легко отражает ее. В этот момент Адель понимает, что принц сильнее, и все это время сдерживал его натиск. Вскоре принц тьмы побеждает Аделя. Когда принц тьмы делает шаг вперед, Адель появляется у него за спиной и снова нападает на него. В конце концов, принц тьмы побеждает Аделя. Прежде чем упасть, Адель спрашивает принца, почему он думает, что король тьмы пошлет только его. Адель говорит принцу, что король тьмы пытается выиграть время. Он сообщает принцу, что в небе вместе с королем тьмы находится еще больше их воинов. Прежде чем спросить принца, как долго, по его мнению, будет существовать королевство света, принц дает понять, что они не смогут выстоять. Когда король тьмы поглотит руну прародительницу, и тьма покроет все пространство, и равновесие нарушится, и весь мир будет уничтожен, и никто не выживет ни в одном из королевств. Ошеломленный этим, принц тьмы спрашивает Адель, не хочет ли король завоевать небо и погрузить все во тьму. Адель отвечает, что если он не понимает, насколько это бессмысленно, то он просто дурак. Разозлившись, принц говорит Адель, что король может быть правителем, но это не дает ему права распоряжаться жизнями людей. Адель исчезает в густом фиолетовом облаке тьмы.
Осознав, почему король тьмы не подпускает его к свету, принц тьмы понимает, что ему нужно попасть в королевство света, ведь оно находится далеко, а небо высоко. Принц пробирается сквозь летающих чудовищ, а гроза зовет его и помогает ему с помощью своей магии. Она говорит принцу, чтобы он оставил это ей и поторопился. Принц тьмы благодарит ее и уходит, а гроза уничтожает чудовищ с помощью своей магии. Разозленный и расстроенный принц тьмы падает на колени, не видя способа попасть в королевство света, чтобы попытаться остановить короля тьмы. Почти отчаявшись, внезапно вокруг него вспыхивает яркий свет, и у него вырастают крылья. РМК, должно быть, нашел в себе силы противостоять красному быку. Принц тьмы недоумевает, откуда вдруг взялась эта сила. Он понимает, что с помощью этой новообретенной силы у него есть шанс вовремя добраться до королевства белых. Другие маги наблюдают, как король тьмы играет с Шимой, затягивая ее в свою тьму. Когда Шима приходит в себя, она спрашивает своих магов, не поглотила ли ее тьма. Шима говорит своим магам, что король тьмы не так уж и силен, раз не смог подчинить себе ни одного мага. Шима говорит другим магам, что они будут продолжать уничтожать монстров в городе и защищать людей. Королева Айрис, используя руну Прародительницу, сообщает, что она не смогла защитить королевство белых и равновесие между светом и тьмой. Понимая, что ее загнали в угол, она прибегает к последнему средству, чтобы остановить тьму, используя слишком много энергии руны Прародительницы. Принц тьмы прибывает в королевство белых и расправляется с монстрами на своем пути, направляясь к королеве Айрис. Королева Айрис умоляет руну Прародительницу высвободить все, что она скрывает, и уничтожить тьму и черноту. Валус и Тео останавливаются, когда слышат громкий гул где-то в королевстве. Валус исчезает, прекращая бой. И тут же видит сияние руны Прародительницы, исходящее от башни. Он понимает, что это слишком сильное сияние и может означать только самоуничтожение. Тео бежит к Шеме и говорит ей, что ситуация безнадежна, и что тьма не настигнет его, даже если он останется единственным, кто сможет бежать вечно. И вот, увидев, что происходит, он бросает свои мечи и причитает, спрашивая, почему королева света не дождалась его. «Ты думаешь, что ты что-то значишь?» Земля под ним разверзается, и он проваливается в нее. В результате чрезмерного использования силы руны Прародительницы королевство белых начинает разрушаться. В этот момент принц тьмы настигает королеву Айрис и пытается удержать ее, но ему это не удается. У нашего главного героя Питера Паркера, похоже, есть что-то общее. Принц тьмы решает направить свой гнев на короля тьмы и бросается на него. Принц тьмы заявляет, что королева Айрис хотела, чтобы они погибли вместе, и в ярости наносит удар королю тьмы. На пляже на земле лежит неизвестный человек с рыжими волосами. Парящий в воздухе Биас спрашивает, почему королева Айрис не дождалась его. Как вы думаете, что произойдет дальше в продолжении этой истории? Что произойдет после битвы между королевством черных и королевством белых, которая уничтожит обитель небесных жителей? Кто же выживет в этой эпической битве? Поделитесь своими мыслями о продолжении и кратком содержании в комментариях.